Элизабет Холмс, создавшая многомиллиардную компанию на технологиях, которые так и не сработали. Это настолько распространенная тенденция, что кажется почти преднамеренной. Но что, если это так? Что, если вы когда-нибудь чувствовали, что миром правят некомпетентные, что самые неэффективные люди каким-то образом всегда оказываются на вершине, пока способные остаются в тени? Вспомните императора Нерона, который не разбирался в делах, пока его великий город Рим горел дотла, или современных визионеров, вроде Элизабет Холмс, чья компания, оценивавшаяся в миллиарды долларов, рухнула из-за так и не заработавших технологий. Кажется, эта тенденция настолько повсеместна, что невольно возникает вопрос, это случайность или нечто гораздо более зловещее. Что, если существует скрытая логика в том, почему наименее квалифицированные люди зачастую становятся самыми влиятельными? Сегодня мы погрузимся в мысли одного из самых противоречивых политических философов в истории Никколо Макиавелли. Его жесткие размышления помогут нам понять, почему невежество и власть так часто идут рука об руку. Но это не просто древняя мудрость, это психологический феномен, который формирует наш современный мир от залов заседаний корпораций до самых высоких политических кабинетов. Неудобная правда состоит в том, что порой именно интеллект становится препятствием на пути к влиянию. Понимание этого парадокса может стать ключом к распознаванию манипулятивных сил, действующих в обществе, или даже помочь вам проложить собственный путь к вершинам. В XVI столетии, изгнанный из любимой политической жизни Флоренции, Никколо Макиавелли написал один из наиболее спорных политических трактатов в истории. В отличие от идеалистичных философов своего времени, Макиавелли в своей работе «Государь» не интересовался тем, как правители должны вести себя в воображаемом мире. Он сосредоточился на том, как власть реально функционирует. Каждый видит то, чем вы кажетесь, но немногие по-настоящему знают, кто вы есть. Это утверждение затрагивает самую суть макиавеллистского мышления. Он осознавал, что восприятие зачастую важнее реальности, когда речь идет о получении и удержании власти, и здесь скрывается первый ключ к нашему парадоксу. Казаться компетентным порой важнее, чем быть таковым на самом деле. Макиавелли подметил, что правители, демонстрирующие избыток интеллекта, нередко создают себе проблемы. Почему? Потому что интеллект обычно сопровождается чертами, которые могут стать помехой в борьбе за власть. Такие черты включают тонкость восприятия, склонность к размышлениям об этических аспектах и развитое самосознание. Подумайте, что происходит, когда по-настоящему умный человек входит во властную структуру. Они склонны видеть сложность там, где другие воспринимают простоту. Они осознают ограничения там, где другие дают широкие обещания. Они подвергают сомнению себя там, где другие демонстрируют абсолютную самоуверенность. В ситуациях, где смелое утверждение преобладает над вдумчивым размышлением, эти интеллектуальные качества становятся преградами. Взгляните на контраст между фигурой, подобной Сократу, который все подвергал сомнению и в конечном итоге был приговорен к смерти афинской демократией, и популистскими лидерами на протяжении всей истории, которые приходили к власти, предлагая простые, абсолютные истины. Прославленная мудрость Сократа сделала его философским исполином, но политическим аутсайдером. В то же время бесчисленное множество лидеров возвысились, утверждая, что только они знают все ответы. Спорное исследование 2017 года, опубликованное в журнале менеджмента, предположило нечто, что может вас встревожить. Интеллект положительно коррелирует с эффективностью лидерства лишь до уровня коэффициента интеллекта около 120. После этого дополнительный интеллект фактически становится препятствием для становления лидера. Исследователи предположили, что исключительно умным людям трудно общаться с другими и влиять на них, поскольку они не могут следовать их сложным моделям мышления. Подумайте о том, что излишний ум может в действительности помешать вам занять руководящие должности. Независимо от того, доверяете ли вы этому исследованию или нет, оно заставляет нас переосмыслить, какой тип интеллекта на самом деле помогает кому-либо достичь власти. Однако чистый интеллект не единственный фактор. Если интеллект иногда может быть помехой в играх за власть, то какие качества действительно помогают людям продвигаться по карьерной лестнице? Это подводит нас к психологическому принципу, объясняющему, почему мы так часто следуем не за теми людьми. Вы когда-нибудь замечали, что самый громкий голос в комнате зачастую становится самым влиятельным, независимо от содержания сказанного? Это явление уходит корнями в нашу психологическую структуру. В 90-х годах 20 века психологи Дэвид Даннинг и Джастин Крюгер идентифицировали то, что мы теперь называем эффектом Даннинга-Крюгера когнитивное искажение, при котором люди с ограниченными знаниями значительно переоценивают свою компетентность, в то время как настоящие эксперты склонны недооценивать свою, осознавая, насколько много они не знают.
Дурак действительно считает себя мудрецом, но мудрец знает, что он дурак. Шекспир сформулировал этот принцип за столетия до того, как психология дала ему название. Макиавелли мгновенно признал бы его как фундаментальную истину о динамике власти. Современные исследования подтверждают, что это искажение активно в контексте лидерства. Исследование 2020 года, опубликованное в журнале «Личность и социальная психология», показало, что люди, проявляющие чрезмерную уверенность, с большей вероятностью воспринимались своими коллегами как лидеры, независимо от их реальной компетентности. Видимость уверенности оказалась более убедительной, чем продемонстрированная компетентность. Взгляните на такие фигуры, как Джордж Армстронг Кастер, чья исключительная самоуверенность привела к катастрофическим военным решениям, но принесла ему быстрое продвижение по службе и преданных последователей. Или на технологическую отрасль, где основатели, говорящие абсолютно визионерскими терминами, зачастую обеспечивают огромное финансирование по сравнению с более взвешенными, опытными предпринимателями. Адам Даймонд продемонстрировал это. Несмотря на шаткую бизнес-модель, его непоколебимая уверенность помогла ему привлечь миллиарды инвестиций, и подобное, почти культовое исследование, повторяется во всем мире. Сын японского магната Масаиси из SoftBank потерял $70 миллиардов на неудачных инвестициях, но сохранил доверие инвесторов исключительно благодаря силе своей личности. Российские олигархи выросли не благодаря компетентности, а благодаря связям и уверенности в себе во время постсоветской приватизации. В Сингапуре, напротив, были разработаны меры предосторожности, специально созданные для того, чтобы не допустить преобладания уверенности над компетентностью при выборе лидеров. В 2012 году исследователи из Стэнфорда и Хьюстонского университета обнаружили, что нарциссизм, а не компетентность, может быть самым сильным предсказателем того, кто станет лидером в неструктурированных группах. Группы, возглавляемые нарциссами, не показали лучших результатов. Им просто показалось, что они показали лучшие результаты. Почему так происходит? Наш мозг использует ментальные ярлыки при оценке других. Сигналы уверенности, компетентности и решительности предполагают ясность мысли. Эти сокращения хорошо служили нашим предкам в простых условиях, но становятся проблематичными в нашем сложном современном мире, где подлинная компетентность часто подразумевает признание неопределенности. Эта иллюзия уверенности объясняет, как некомпетентные люди могут изначально прийти к власти, но есть нечто еще более коварное – механизм, который помогает им укреплять свои позиции во всех организациях. Макиавелли подметил нечто важное о структурах власти. Некомпетентные лидеры, как правило, окружают себя еще менее компетентными подчиненными. В своем «Государе» он писал: «Первый способ оценить интеллект правителя – это посмотреть на людей, которые его окружают». Макиавелли понимал, что слабые лидеры намеренно выбирают более слабых подчиненных, чтобы гарантировать, что те никогда не станут угрозой их власти. Это создает каскадный эффект, когда некомпетентность становится институционализированной. Доктор Тотомо Камура Премузеик, организационный психолог, описывает это как угрозу компетентности, которую неуверенные лидеры чувствуют, когда сталкиваются с талантливыми членами команды. Вместо того, чтобы выбирать по таланту, они выбирают по лояльности и отсутствию угрозы личности. Думайте об этом как о засухе компетентности, которая распространяется от центрального руководства. При дворе императора Коммода способные администраторы систематически заменялись льстицами и артистами, ускоряя упадок Рима. В современной Бразилии политическая система, известная как Центран, институционализирует эту динамику, где некомпетентные политические назначенцы занимают должности благодаря личным связям, а не заслугам. В таких африканских странах, как Зимбабве, при позднем Мугабе наблюдалась систематическая замена способных администраторов сторонниками его партии, что имело разрушительные экономические последствия. Это привело к тому, что специалисты по организационным вопросам называют гомофилией тенденцией людей объединяться с себе подобными во властных структурах. Это означает, что некомпетентные лидеры создают вокруг себя островки некомпетентности, изолированные от конфликтующих точек зрения и конструктивной критики. Спросите себя, вы когда-нибудь работали в организации, где не поощрялось задавать вопросы, где выражение обеспокоенности считалось признаком отсутствия командной работы? Это симптомы сетевого эффекта в действии. Но даже зная все это, мы все равно тяготеем к лидерам, которые предлагают упрощенные ответы. Эта уязвимость помогает объяснить, почему некомпетентность продолжает процветать, несмотря на наши лучшие намерения. Почему мы часто выбираем лидеров, которые предлагают простые ответы на сложные проблемы. Ответ кроется в когнитивной психологии и нашей фундаментальной потребности в определенности в неопределенном мире. Подлинная экспертиза почти всегда сопровождается нюансами. Настоящие эксперты понимают ограниченность своих знаний, они признают сложность, они признают компромиссы. Но эти интеллектуальные добродетели могут быть глубоко неудовлетворительными для наших психологических
психологических потребностей, поскольку подавляющее большинство человечества довольствуется видимостью, как если бы она была реальностью, и часто больше подвержена влиянию того, что кажется, чем того, что есть. Когда Макиавелли писал эти слова, он определил нечто фундаментальное в человеческой психологии. Мы жаждем определенности, даже когда она невозможна или нереалистична. Подумайте о том, что происходит во времена кризиса или неопределенности. Люди редко поддерживают лидера, который говорит, что ситуация сложная, не имеет простых ответов и потребует тщательного обдумывания и неизбежных компромиссов. Вместо этого они следуют за человеком, уверенно заявляющим: «Только я могу это исправить, решение простое». Посмотрите, как настоящие ученые-экологи говорят об изменении климата с осторожными оговорками, рассматривая диапазоны возможностей и нюансированные политические рекомендации, и как популярные деятели с обеих сторон формулируют проблему с абсолютной уверенностью. Научный подход, представляющий интеллектуальную честность, пытается конкурировать с психологическим комфортом простых повествований. Или рассмотрите дебаты о здравоохранении. Настоящие медицинские эксперты признают сложные компромиссы в любой системе, в то время как политические деятели предлагают упрощенные решения, которые обещают все без недостатков. Какой подход обычно выигрывает общественную поддержку? Тот, что самый простой и надежный, независимо от осуществимости. В ходе особенно резкого эксперимента 2017 года исследователи Ельского университета обнаружили нечто тревожное в том, как мы обрабатываем политическую информацию. Когда испытуемым предлагали математически сложные политические проблемы и решения, их способность правильно интерпретировать данные напрямую зависела от того, соответствовали ли результаты их политическим убеждениям. Это было еще более поразительно для наиболее подкованных в математике участников, которые продемонстрировали сильнейшую предвзятость, используя свой интеллект не для получения правильного ответа, а для обоснования своего предпочтительного вывода. Когнитивные психологи называют это когнитивной закрытостью, нашим стремлением к определенным ответам, а не к постоянной двусмысленности. Исследования показывают, что когда люди чувствуют угрозу или неуверенность, их потребность в когнитивной закрытости резко возрастает. Они становятся более восприимчивыми к черно-белому мышлению и более охотно следуют за авторитарными лидерами, которые проецируют абсолютную уверенность. Это создает опасную динамику. Чем сложнее и страшнее становится наш мир, тем более мы подвержены упрощенному мышлению и лидерам, которые его продвигают. Это похоже на сбой психологической иммунной системы. Именно тогда, когда нам больше всего нужно тонкое мышление, мы становимся наиболее уязвимыми для интеллектуальных сокращений. Спросите себя, вы когда-нибудь обнаруживали, что вас тянет к объяснению именно потому, что оно простое и определенное, даже когда часть вас подозревала, что реальность сложнее? Вот этот принцип работает в вашем собственном сознании. Наш психологический комфорт объясняет лишь часть этой динамики, но есть еще более тревожное измерение, показывающее, почему интеллект сам по себе не гарантирует эффективного сопротивления манипулятивной власти. Именно здесь Макиавелли становится по-настоящему тревожным. Он предположил, что моральные соображения часто мешают умным людям в борьбе за власть. В своем, возможно, самом печально известном отрывке он написал: «Государь, желающий сохранить свое положение, должен научиться быть нехорошим и использовать это знание или нет в зависимости от необходимости». Хотя умные люди обычно развивают более сложные моральные рассуждения, это может помешать им бороться за власть с теми, кто не обременен такими соображениями. В любой конкурентной среде человек, готовый пересечь этические границы, имеет доступ к стратегиям, которые недоступны конкурентам, ограниченным моралью. Он может давать обещания, которые не намерен выполнять. Он может подорвать конкурентов с помощью обмана. Он может эксплуатировать страхи и предрассудки, с которыми другие отказываются считаться. Рассмотрите контрастные судьбы Цицерона и Юлия Цезаря в Древнем Риме. Гениальный и принципиальный Цицерон в конечном итоге проиграл борьбу за власть Цезарю, который не испытывал никаких угрызений совести, переходя Рубикон в прямом и переносном смысле, нарушая нормы, которые его оппоненты считали себя обязанными соблюдать. В современных условиях мы видим, как этичные кандидаты борются с противниками, готовыми прибегнуть к обману и уничтожению репутации. В организационных контекстах исследователи из Университета Британской Колумбии обнаружили, что психопатические черты, такие как отсутствие эмпатии, положительно связаны с быстрым продвижением в сочетании с социальным обаянием. Эта модель проявляется в кросс-культурном контексте, от архетипа безжалостной деловой женщины Шинью в Китае до компаний в странах Северной Европы, где исследования показывают, что, несмотря на культурный акцент на сотрудничестве, манипулятивные лидеры часто опережают своих более этичных коллег в скорости продвижения. Это создает то,
что теоретики игр называют гонкой на выживание. Когда неэтичные тактики оказываются успешными, другие сталкиваются с давлением, вынуждающим их принимать аналогичные подходы или со временем отставать. Это может трансформировать целые системы, делая неэтичное поведение нормой, а не исключением. Понимание этих темных динамик может показаться безнадежным, но не все среды одинаково вознаграждают некомпетентность и неэтичное поведение. Распознавая, какие условия благоприятствуют невежеству и власти, мы можем начать разрабатывать системы, которые отбирают вместо этого истинные заслуги. Макиавелли понимал, что разные среды вознаграждают разные качества. Некоторые контексты естественным образом выбирают компетентность, в то время как другие создают благодатную почву для процветания некомпетентности. Что определяет, какой тип среды развивается? Несколько структурных факторов. Первые – это контуры обратной связи и структуры подотчетности. В средах с четкой и немедленной обратной связью о решениях некомпетентность быстро выявляется. Представьте себе хирурга, чьи пациенты постоянно умирают, или инженера-мостостроителя, чьи конструкции рушатся. Эти области, как правило, выбирают подлинную компетентность, потому что неудача очевидна и имеет последствия. Но в средах, где обратная связь задерживается, косвенно или легко манипулируема, некомпетентность может процветать бесконечно. Политические системы, где вину можно возложить на предшественников или внешние факторы, корпоративные иерархии, где результаты могут быть скрыты с помощью творческой бухгалтерии, или медийные ландшафты, где развлечение важнее точности, все это плодородная почва для некомпетентности. Вторая – институциональная структура и распределение энергии. Централизованные энергетические системы со слабыми сдержками и противовесами создают условия, в которых процветает некомпетентность. Распад Советского Союза был ускорен системой, которая концентрировала принятие решений в неподотчетных руках. Напротив, двойная структура корпоративного управления в Германии, которая отделяет управление от надзора, обеспечивает структурное сопротивление некомпетентному руководству. Третья – асимметрия и сложность информации. Когда успех легко измерить и сравнить, заслуги, как правило, побеждают. Но когда цели неоднозначны или успех оценивается субъективно, стиль часто преобладает над содержанием. Люди, как правило, судят больше по глазам, чем по рукам, потому что это принадлежит всем, чтобы увидеть вас, а не многие, чтобы связаться с вами. Макиавелли здесь признал, что большинство людей оценивают других на основе поверхностных впечатлений, а не глубокого понимания, особенно в сложных областях, где мало кто обладает опытом для принятия обоснованных решений. Четвертое – экономические системы стимулирования, которые поощряют краткосрочные результаты в ущерб долгосрочным, создают благоприятную почву для некомпетентного руководства с поверхностным обаянием. Финансовый кризис 2008 года продемонстрировал, как системы стимулирования, поощряющие немедленную прибыль независимо от риска, способствовали развитию лидерства, которое ставило внешность выше содержания. Спросите себя, в вашей жизни, какие факторы окружающей среды способствуют компетентности, а какие позволяют некомпетентности процветать? Понимание этих структурных сил может помочь вам находить свой собственный путь и распознавать, когда системы уязвимы для манипуляций, даже если они хорошо спроектированы. Некомпетентные лидеры все равно могут подняться, применяя особые психологические приемы, которые позволяют им манипулировать восприятием и нейтрализовать оппозицию. Некомпетентные лидеры не удерживают власть случайно. Они применяют особые психологические приемы, чтобы укрепить свое положение. Макиавелли сразу бы понял, что в первую очередь они эксплуатируют племенной раскол и политику идентичности, создавая четкие группы внутри и вне. Они превращают существенную критику в предполагаемые атаки со стороны врагов, что защищает их от ответственности, одновременно усиливая их сторонников. Психологи называют это слиянием идентичностей, когда лидер успешно связывает свою личную идентичность с групповой идентичностью последователей. Как только это слияние происходит, бросая вызов лидеру, они воспринимают это как нападение на саму группу и на расширение собственной идентичности последователей. Рассмотрим, как лидеры культов, такие как Джим Джонс или авторитарные фигуры на протяжении всей истории, культивировали менталитет «мы против них». В Малайзии бывший премьер-министр Наджиб Разак использовал этнические разногласия для удержания власти, несмотря на коррупционные скандалы. Поляризация Бразилии при Болсонару продемонстрировала, как племенная идентичность может преобладать над фактической реальностью. Во-вторых, они используют когнитивную нагрузку и информационную перегрузку, постоянно порождая хаос, кризисы и споры. Некомпетентные лидеры перегружают наши когнитивные ресурсы. Когда мы заняты обработкой бесконечного потока возмущений, у нас остается мало умственной энергии для критического анализа или организованного сопротивления. В-третьих, они используют то, что Джордж Оруэлл называл двоемыслием,
способность одновременно придерживаться противоречивых убеждений. Постоянно меняя позиции и переписывая историю, они создают среду, в которой истина ощущается субъективной, а ответственность становится невозможной. Вульгарная толпа всегда верит видимости, а мир состоит главным образом из вульгарно. Когда Макиавелли писал эти слова, он не проявлял презрения к обычным людям, он признавал психологическую уязвимость, которую мы все разделяем. Наша когнитивная архитектура развивалась для более простого мира, что делает нас уязвимыми для манипуляций в сложных информационных средах. В-четвертых, они эксплуатируют экономическую нестабильность и системные уязвимости. Когда люди испытывают экономические трудности или не уверены в своем будущем, они становятся более восприимчивыми к лидерам, которые обещают простые решения для сложных структурных проблем. В постиндустриальных регионах мира экономическая тревога создает благодатную почву для некомпетентного руководства, которое предлагает легкие пути и находит козлов отпущения вместо честного анализа. Подумайте о своем собственном потреблении средств массовой информации. Как часто вы ловите себя на том, что гонитесь за последними скандалами, вместо того, чтобы сосредоточиться на более глубоких и важных проблемах. Вот этот принцип работает. Распознавание этих темных схем необходимо, но недостаточно. Нам нужны конкретные стратегии, чтобы защитить себя и наше сообщество от их влияния. На индивидуальном уровне осведомленность – наша первая линия обороны. Понимая скрытые силы, которые формируют мышление, мы становимся менее восприимчивыми к ним. Эта защита основана на 3 основных практиках. Во-первых, мы должны развивать интеллектуальное смирение, способность осознавать пределы того, что мы знаем. Исследования показывают, что люди с интеллектуальным смирением лучше оценивают идеи, основываясь на доказательствах, а не на уверенности. Интеллектуальное смирение действует как когнитивная иммунная система. Оно помогает нам противостоять манипуляциям и ложной уверенности так же, как наша физическая иммунная система защищает нас от заражения. Во-вторых, нам нужно развивать медиаграмотность, умение отличать глубину от зрелищности. Это означает осознанный выбор источников информации, подвергая сомнению подачу и отбирая качество, а не количество. Уоррен Баффет однажды сказал: «По-настоящему успешные люди говорят «нет» почти всему». Это относится и к информации. Мудрые мыслители отвергают большую часть шума и сосредотачиваются на ясности и понимании. В-третьих, мы должны принять философское размышление, практику отстранения от повседневной бури, чтобы глубже изучить принципы. Древние стойки рекомендовали ежедневное размышление, чтобы защититься от эмоциональной реакции. По словам Бекона, мудрец создаст больше возможностей, чем найдет. Размышление дает нам возможность стать активными участниками формирования нашей ментальной среды, а не просто пассивными ее потребителями. На коллективном уровне институциональная структура имеет решающее значение. Системы могут быть структурированы так, чтобы уменьшить предвзятость, обман и некомпетентность. Здесь также 3 столпа возникают первыми. Нам нужны надежные механизмы подотчетности, структуры, которые обеспечивают честную обратную связь независимо от лидерского обаяния или силы убеждения. Сравните компанию с независимым советом директоров с компанией, где совет директоров автоматически утверждает решение руководства. Кризис Боинга 737 Макс показал, что происходит, когда интересы инженеров игнорируются в пользу прибыли. Подотчетность отсутствовала, и последовала трагедия. Во-вторых, институты должны способствовать когнитивному разнообразию, включению различных точек зрения в процесс принятия решений. Разнообразные команды не только социально желательны, но и эмпирически более точны. Они подвергают сомнению предположения и уменьшают слепые зоны, которые однородные группы склонны упускать. В-третьих, мы должны обеспечить соблюдение правил прозрачности, которые не позволяют сложности стать щитом для некомпетентности. Законы о солнечном свете в правительстве или раскрытие информации о конфликте интересов в медицине затрудняют сокрытие за жаргоном или секретностью. Образование связывает эти нити воедино. Недостаточно просто обучать техническим навыкам. Мы должны отдавать приоритет критическому мышлению и этическим рассуждениям. Афины создали академию, Флоренция взращивала гуманистов. Великие цивилизации не просто учат, они взращивают мудрость. Поэтому спросите себя, в вашем сообществе, какие из этих защит присутствуют, а какие отсутствуют? И если мы перепроектируем наши системы на основе компетентности, смирения и истины, какой мир мы могли бы создать? Когда мы достигнем конца этого исследования, мы вернемся к человеку, который его вдохновил. Что бы сказал Макиавелли о нашем современном затруднительном положении? Макиавелли был неправильно понят на протяжении веков. Он не защищал темные модели, которые он описывал, он разоблачал их, понимая, как на самом деле работает власть, а не как мы хотели бы, чтобы она работала. Он верил, что мы можем создать лучшие системы управления. Не титулы делают честь людям,
а люди делают честь титулам. Это глубокое наблюдение напоминает нам, что сама власть не заслуживает никакого неотъемлемого уважения. Власть должна быть заслужена достойным использованием, независимо от того, кто ею обладает. Пересечение политической философии Макиавелли и современной психологии раскрывает неудобные истины о человеческой природе и социальных системах. Но неудобные истины – это именно то, что нам нужно, если мы надеемся создать лучшее будущее. Путь вперед не в том, чтобы притворяться, что этой динамики не существует. Это понимание их достаточно глубоко, чтобы выйти за их пределы. Это разработка систем, которые учитывают человеческие уязвимости, а не эксплуатируют их. Это развитие личных практик, которые укрепляют нашу устойчивость к манипуляциям. Что самое важное, это признание того, что, хотя глупость иногда может обрести силу, интеллект в сочетании с моральным мужеством остается нашей лучшей надеждой на создание обществ, где заслуги действительно имеют значение. Какую динамику вы заметили в своих собственных сообществах? Вы видели примеры, когда эти модели действовали? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже. И если вы нашли это исследование ценным, рассмотрите возможность подписаться и поделиться им с другими, которым могут быть полезны эти идеи. До следующего раза помните, понимание тьмы не означает капитуляции перед ней, это означает обретение силы творить свет.